Всем привет, с вами Дэн, и сегодня Марис Лакруа. Давайте вот эту большую коробку. Кстати, Марис Лакруа вообще всю свою упаковку в последние лет так 7, наверное, делает из разнообразных переработанных материалов. Вот так вот заботится об экологии, и мне кажется, это большая такая плюшка от производителя. Короче, открываем коробочку. Здесь travel case. Вот такая маленькая гарантийная карточка. В комплекте, как видите, здесь что? Правильно, еще каучуковый ремешок, но об этом чуть позже покажу. И кейсик. А в кейсике, ой, какая красотулечка-то, да вы посмотрите. Эта модель называется Марис Лакруа Icon, но в вариации Venturer с безелем. Что-то у нас безель криво стоит, давайте сразу поправим, чтобы было все по красоте. Так, ой, ой. И безель четкий, уверенный, такой прям мощный. Кстати, друзья, хочу с вами поделиться отличным местом для покупки часов интернет-магазин Chrono.ru. Там вы найдете практически любые часы от Ориента до Longines, Panerai, Oris и другие бренды, огромное количество всего. На сайте есть эксперт-помощник и умный фильтр. С их помощью легко подобрать подходящую модель. А также есть рассрочка, кредит, доставка с примеркой, гарантийное обслуживание. Ну и кроме того, есть классный промокод на скидку 10% New Year. Я его оставлю в описании к этому ролику со ссылкой на Chrono.ru. Итак, ну я думаю, что про линейку Icon знают все. Она есть и в стали, да, что называется. Есть в огромной вариации разнообразных циферблатов цветов. Есть и пластиковая, тоже, кстати, из переработанного пластика. А есть вот эта вот Venturer, которая впервые вышла в размере 43 мм, была представлена в конце 2019 года. А потом, когда, собственно, усилился тренд на небольшие диаметры, они представили уже и версию 38 миллиметров, которые как раз сегодня таки и на обзоре. Ну, давайте, кстати, глянем. По безелю здесь у нас получается 37,6, но это смотря где измерять. А по корпусу, ну корпус здесь, конечно, ну вот короче, где-то 38, но с учетом наплывов, с учетом заводной головки, они чуть массивнее на самом деле будут. И если вот мы возьмем с наплывами в этой части, то они уже 39. По высоте, давайте посмотрим, 11,7. Браслет в широкой части 23,1, в узкой части 18,8. Ну и от ушка до ушка 44,6. По сути дела, прям максимально универсальный размер по нынешним временам. И вот мое запястье 18,5. Слушайте, да, прям хорошо. Прям хорошо. Так, ну, браслет, конечно, классно. Браслет у Icon всегда был выдающийся, у этих часов не исключение, очень круто. Да, 38, слушайте, смотрится больше, чем есть, и отлично сидят на запястье. Шикардосик, шикардосик. Ну, давайте по характеристикам сразу пройдемся. 316L сталь по корпусу, по браслету. Водозащита здесь, между прочим, аж целых 300 метров. Это прям серьезно, при том, что высота небольшая. За это плюс сапфир с внутренним антибликом. Керамический безель. И здесь он очень интересно сделал. Здесь сложный безель, который такой вот разделяется. Да, у нас здесь наплывчиками стальными, где отметки по разметке безеля. Круто. Добавляет шика, блеска. Да, здесь керамическая вставка. Браслет интегрированный, но есть система быстрой замены. И в комплекте не зря идет еще дополнительный каучуковый ремешок. Внутри калибр ML115, это Sellita SW200-1 с кастомным ротором. Ну, там немножко донастроено, вот Марис Лакруа. Дальше. По ритейлу, у них ритейл где-то примерно $2200. В наших магазинах, посмотрел, опять же, в ритейле примерно 250 тысяч рублей. Ну, иногда можно чуть подешевле эти модели взять, но Icon у них хитовая линейка, поэтому разлетается как горячие пирожки. Такие они прям увесистые. 172 грамм, приятненько, мне нравится. Ой, слушайте, но Айконы всегда вот такие вот дорогие, да, дорогие, элегантные, с топовой отделкой. Ты понимаешь, что бабло платится не зря, посмотрите. Ой, какой браслет, прям секс, а не браслет. Очень красиво, очень круто. Ну, пожалуй, знаете, за эти деньги
лучше браслета не найти. Icon дает, конечно, по полной программе. Maurice Lacroix, конечно, есть проходные модели, есть трешаки всякие, но есть и дорогие все-таки версии, и есть вот эта классная в серединке линейка Icon. Посмотрите, какой браслет. На фасках здесь полировочка. По боковой части браслета шикарно. Все остальное сатинированное, сложный, прям как шелковый браслет с раскладывающейся застежкой, так что на каждый день будет вполне себе удобно. Задняя крышка глухая, здесь номер, ладно, снимать не будем. И мне нравится, вот как они решение обыграли, заводная головка сверху такое, да, тут черное. Может быть, даже керамическое кольцо, нигде не нашел в описании, это керамика или это крашеное, PVD, например, да, покрытие. Может и керамика, но не знаю. На винтах два защитных наплыва, достаточно такие длинненькие, мощный безель, высокий, удобный. Посмотрите, какой безель. Сатинирование какое по боковой части. Ну, что называется, для поклонников интегрированного браслета, мне кажется, такая вот золотая середина. Если вы еще что-то присматриваете именно с дайверским уклоном, как вот здесь, то очень интересный вариант. По отделке прям люкс, здесь все красиво, здесь все резко, здесь прям все звенит, но при этом все очень мягко, аккуратно, да. Ай, хорошо. И сочный циферблат. Сочный циферблат, накладные метки, небольшие, такие аккуратные, здесь люм по меткам, стрелки полированные, переливается, но при этом цифер, он такой немножко глянцевый, но выглядит больше как матовый. И мне нравится, что окошко даты, здесь черная подложка, хорошо, красиво. Приятненько. У них, кстати говоря, есть разные версии. Я вам показать хочу еще зеленую. Ну, я знаю, что зеленую многие любят. А зеленая тоже. Кстати, все версии есть как на каучуке в базе, так и на браслете. И, соответственно, если они идут на браслете, то в комплекте также будет и каучуковый ремешок. И знаете, мне нравится зеленый. Здесь тоже, кстати, безель. Керамическая вставка, а вот здесь он более насыщенный, как будто бы вот именно зеленый циферблат, и больше видно вот это переливается, что он. Кстати, интересно. То есть вот если в черной версии чуть более в матовый оттенок идет цифр, то здесь наоборот яркий, градиентик даже какой-то такой, солнечные лучи, и чуть более светлый, что ли. Вот, по крайней мере, при таком искусственном освещении идет безель. И подложка под дату белая. Ну, остальные характеристики все те же самые, естественно. О, красота. Классика от Maurice Lacroix. Кстати, очень мягкий, очень удобный здесь ремешок. Шикарный. Тоже система быстрой замены. Это вот правильно. Это называется «Уважаю покупателей». И на запястье прекрасно. Слушайте, зеленая версия тоже мне нравится, прикольно. И вот еще нюанс, да, вот если здесь на заводной головке просто сталь, то здесь сталь, я думаю, что это PVD все-таки, да, похоже на то. Здесь просто сталь, здесь сталь с PVD. Ну, напишите, кстати, какая версия вам нравится больше, я даже не знаю. Мне кажется, ну, это более, понятное дело, универсальный, но зеленый, такой сочный, нарядный, что ли. Более, наверное, летом блестит ярче. Ну, а здесь всего 112 грамм. Ну что ж, давайте макро поглядим теперь. Да, цифер хорош. Вот это тот самый Maurice Lacroix, который мы с вами любим, правда ведь? А здесь просто песня. Очень круто, конечно. На уровне, я бы даже сказал, более дорогих брендов. Ну и просто таки восхитительный, на мой взгляд, браслет. Один из лучших, если не лучший в этой ценовой категории. Ну, тем более, если мы говорим про пятизвенный. Здесь, конечно, просто пушка. Ну что ж, вот такая модель, очень даже, как мне кажется, интересная, очень аккуратная по размерам, шикарно исполнена, с отличными характеристиками. И, в принципе, даже если говорить про ритейл, то вполне себе адекватная цена, но и при этом их можно несколько дешевле, если вдруг найдете, то обязательно, конечно же, стоит рассмотреть. На этом у меня все. Всем пока, с вами был Дэн, конечно же, увидимся.